Бедный фермер впустил в свой дом измученную кобылу с двумя жеребятами, чтобы они не погибли в снежной буре. У него почти не было еды, но он отдал им последнее. Но когда утром он проснулся, то увидел нечто такое, от чего у него подкосились ноги. Старику Иванычу было 68 лет. Он жил один в маленькой деревянной хижине высоко в горах. Этот дом был для него памятью о молодости и мечтах. Много лет назад он построил его своими руками, надеясь создать крепкую ферму. Рядом была его жена Мария. Вместе они поднимали хозяйство. Коровы, куры, овцы. Жизнь кипела. Казалось, впереди долгая и счастливая жизнь. Но все изменилось. Экономика рухнула. Молодежь уехала в города. Маленькие фермы начали исчезать. Иван работал до изнеможения, брал кредиты, но хозяйство постепенно разваливалось. А потом пришло самое тяжелое. 3 года назад Мария умерла от рака. Болезнь забрала и ее, и все их сбережения. Иван продал почти все, пытаясь ее спасти. После ее смерти дом стал пустым и холодным. Ферма распалась. Иван продал животных и почти перестал общаться с людьми. Соседи приносили еду, звали его в гости, но он отказывался. 3 года боль не отпускала. Однажды вечером началась сильная метель. Иван сидел у камина, когда вдруг услышал странный звук – тихое ржание. Он подошел к окну и замер. Из метели к дому шли 3 белых коня. Впереди – хромая кобыла. Рядом 2 маленьких жеребенка, едва пробирающиеся через снег. Кобыла остановилась у двери и посмотрела на него так, будто просила помощи. Иван открыл дверь. «У меня почти ничего нет», – тихо сказал он. В доме оставались лишь немного овсянки и пара яблок. В этот момент один жеребенок споткнулся и упал в снег. Иван почувствовал, как в груди что-то ожило. «Ладно, заходите». Так 3 коня оказались прямо в его доме. Кобыла подошла к камину, жеребята прижались к ней. Иван увидел, что ее нога сильно повреждена. Он приготовил им горячую кашу и постелил у огня старое одеяло. Впервые за много лет в его доме снова появилась жизнь. Ночью Ивану приснилась Мария. Она стояла в поле цветов и улыбалась. «Они нашли тебя», — сказала она. Следующие дни были странными. Кони словно понимали его слова. А однажды жеребенок прижался к его груди, и старая боль в ребрах, мучившая Ивана годами, вдруг исчезла. Он дал им клички: кобыла Луна, жеребята Искра и Север. Когда буря закончилась, сосед Сергей рассказал, что в городе ищут 3 белых коней и обещают награду. Но, увидев их, сказал: «Нет, это обычные рабочие кони». Иван вздохнул с облегчением. Той ночью в дверь постучали. На пороге стоял незнакомец. «Можно войти, Иван?» Странно было, что он знал его имя. «Я пришел за конями. Они появляются там, где их ждут». «Кто ты?» Мужчина шагнул к свету. «Меня зовут Николай. Я твой дед». Иван похолодел. Его дед умер больше 50 лет назад. «Мария видела, как ты угасаешь», – тихо сказал он. «Она попросила помочь тебе. Эти кони пришли напомнить. Жизнь еще не закончилась». В хижине вспыхнул мягкий золотой свет. «Живи, Иван». Это все, чего она хотела. И мужчина исчез. С той ночи все изменилось. Иван начал чинить ферму, снова общаться с людьми. В деревне говорили: «Иваныч вернулся». А каждый вечер он сидел у камина рядом с белыми конями, держал кольцо Марии и шептал: «Спасибо, что напомнило мне жить». Потому что иногда чудеса приходят тогда, когда их меньше всего ждешь. Иногда они приходят на 4 копытах.